Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня для вас обзор моей новиночки. Вот такая кофточка у меня получилась. Ну и, конечно же, я сразу же вам ее демонстрирую. Кофточка из интересной ткани. Ткань такая достаточно яркая, активная, абстрактная живопись меня не оставила равнодушной. Ткань полежала у меня немного, я созревала, подбирала решение. Ну и вот добралась в канун праздников. Захотелось что-то, нечто. Просто сделала кофточку, учитывая, что ткань и без того яркая, но вот что-то не то, чего-то мне не хватало. Получилась яркая кофточка, а захотелось ее сделать праздничной. И возникла идея вот с такими аппликативными пятнами из ткани с пайеток разного цвета, усилить существующие пятна и внести вот такой праздник в эту кофточку. Ну и сейчас уже у меня душа спокойна, потому что только я ее пошила, тут же появилась клиентка, которая сразу же и я хочу, и мне, и мне. Ну, вот на примере кофточки клиентки я вам покажу нюансы этой своей аппликации. Вы, конечно же, поняли, что это остаточки конюшечек разноцветных от различных новогодних нарядов. В ателье, естественно, много лоскутиков, кусочков, хотя я постоянно с этим всем борюсь, не люблю завалы всевозможные вот этих вот всех остатков. И жалко одновременно их выбрасывать, думаешь, авось пригодится где-нибудь. Ну и у вас, конечно же, есть такое добро, какие-то кусочки, лоскуточки. Но в данном случае они пригодились и так живописно вписались в моей кофточке. Вы видите, это простая кофточка, полуприталенная, трикотажная тканюшечка, горловинка, лодочка, спущенное плечико, нагрудная выточка из проймы. Ну, все, в общем-то, понятно и просто. Ну, разве что лишний объем вот у меня был по низу, не захотелось его забирать в бока, а просто вот заложила, собрала вот здесь по переду складочку. И вот она тоже внесла такую как бы пикантную деталь. Ну и на рукавчике у меня в локтевой зоне тоже по складочке. Вот все в плане модели просто. Единственная вот такая интересная аппликация у меня получилась. Ткани могут быть различные. Можно подобрать в магазинах Patchwork или что-либо другое, там, допустим, цветочная тематика, и сделать оригинальную аппликацию. Ну, можно позаморачиваться и просто собрать вот эту кофточку из кусочков, из лоскуточков, а можно подобрать уже готовую ткань вот по принципу, как у меня, и где-то украсить, дополнить, сделать аппликацию. Это всегда красиво, душевно и в принципе не сложно. Подробности моей кофточки разберем на выкройке, я вам покажу свою основку, покажу крой блузочки для клиентки. Мы уже провели примерочку, внесли корректировки и осталось только придумать аппликацию, композицию пятен уже на другом подобном изделии. Пожалуйста. Начинаем с моей схемы. Схема проста. Вы видите спинка со сгибом, перед со сгибом и рукав. Показана лодочка построения, показана длина рукава, и она 62 также совпала с длиной по спинке. Выточка нагрудная и размер моей складочки, она одна, асимметричная по переду, вот ее размеры.
и также складочка на рукавчике. В общем-то, все просто, понятно. Вы тут уже можете делать под себя, как вам захочется, там приталиваться или наоборот посвободнее. Поэтому тут уже кому как хочется и под какой размер, под свои особенности, тот так и делает. Далее переходим к моей аппликации. Вы видите, это кофточка в работе. Вот было все собрано на сметку. И после примерки возникло желание поднять плечо, ну и свои небольшие нюансы. А вот вы видите, готовая кофточка уже с аппликацией. И здесь видно, как эта аппликация крупным планом пришивается, заходит, обрабатывается обтачкой. Вот она подходит к горловинке. То есть вот такие подобраны по цвету пятна и по фактуре, по величине пайеток. То есть все так вот аккуратненько завязалось. Но учитывая, что рисунок на этой кофточке и на этой разный по переду, поэтому, соответственно, здесь уже будет и другая композиция пятен. К примеру, можно будет набросать. Вот у меня эти кусочки. Не обязательно четко повторять контур существующих пятен. Можно здесь уже и внести какую-то свою динамику, идею. То есть здесь мы уже будем каким-то образом посмотреть. Тоже интересно. В разном направлении, по-разному выкладывается блеск. Смотрю на кусочки, и в памяти всплывают наряды. Это был очень интересный костюм у нас вот с таким красивым цветом пайеток. Оригинальное было решение. Кстати, тоже аппликация на синем атласе из пайеток был сделан силуэт города. И очень даже симпатично получилось. Ну вот разные ткани, разные варианты. Конечно же, после того, когда вы набросали вашу композицию пятен, уже тогда нужно каждый кусочек обработать. Ну, вы смотрите, если у вас получается, допустим, загнуть края, аккуратненько это все загладить, и оно не будет создавать грубость, значит, тогда таким образом. Если, допустим, ткань достаточно грубая и не подворачивается, то тогда, но при этом не осыпается, тогда можно сохранить так называемый резанный край и зафиксировать в край строчечкой. Ну вот таким образом я обрабатывала вот эти мои кусочки. Вот все очень аккуратно, одновременно нежно, где вот на красном, на зеленом я все уголочки все подвернула, а уже на синем просто пристрочила густой строчкой в край этот кусочек. Опять же, главное, чтобы было все в меру, без перебора. Вот как раз в районе горловинки вот этих пятен достаточно. Сразу кофточка заиграла, ожила, потому что как-то вот было все немножко грустно, несмотря на яркость рисунка ткани, но вот что-то да не то. Но и перенасыщать не нужно. Чувство меры в композиции всегда должно присутствовать. На мое изделие, на эту кофточку, мне понадобилось 1,20 м ткани, длина изделия плюс длина рукава. Ну и кусочки, лоскуточки из ткани в пайетку. Ну,
можно все что угодно использовать. Тут уже могут быть и канты, можно много чего. У меня было разного, интересного, но я остановилась вот на этом решении. Играюсь кусочками, и такие ассоциации с праздником, как-то вот поднимается настроение, и хочется встречать Новый год. Вот ощущение новогоднего, яркого, красочного состояния, елочки. Эти кусочки навеяли мне блеск новогодней мишуры, новогодних елочек, шариков. Вот все как-то сразу стало весело на душе и празднично. Друзья, уверена, что эта идейка вам в канун праздников пригодится. Тем более, что сейчас в моде блеск, пайетки, все это украшательство очень даже актуально. Поэтому давайте пересмотрим свои кусочки, лоскуточки, и у вас все получится. Ставим пальчик вверх, подписываемся на мой канал. И до скорых встреч на канале Мода с Владанной. Всего вам доброго. Пока-пока!